Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание тому, что же делать, если у вас упала или погасла свеча в церкви. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы найдете для себя много полезной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что именно это видео и эта информация будут интересны и полезны. Вы знаете, свеча, которая гаснет или падает, она является предзнаменованием чего-то плохого. И, к сожалению, далеко не все знают, что делать в столь неприятном случае и как отвернуть от себя беду. Церковные обряды, конечно же, знакомы каждому человеку. И ставить свечи перед святыми иконами было принято еще в древности. Все богослужения в библейские времена проводились при свечном свете. В период гонений на христиан именно этот свет помогал найти дорогу верующим. Конечно же, время изменилось, многое поменялось, но церковная традиция до сих пор жива. Обычно ни один визит в церковь не обходится без этого ритуала. Мы ставим свечи за здравие, за упокой, чтобы помочь в мирской жизни как себе, так и тем людям, которых мы любим, которых мы ценим, а также почтить, чтобы память усопших. Однако, если ваша свеча вдруг начала коптить, погасла или просто выпала из рук, то вам стоит задуматься, о чем вас спешат предупредить высшие силы. Итак, если у вас свеча упала. Вы знаете, церковнослужители утверждают, что видимых причин для беспокойства нет, но только лишь в том случае, если вы уронили свечу по неосторожности. Конечно же, случайность или небольшая оплошность не зависит от человека, поэтому не стоит заострять на этом внимание. Просто в следующий раз будьте осторожны и не спешите. Другое дело, когда вы уже не раз ставили свечу и уверены, что ее падение не случайно. В этой ситуации стоит обратить внимание на одну важную деталь, за что вы ставили свечу. Если хорошо укрепленная свеча была поставлена за здравие ваших близких и родных и по неведомым причинам упала, то это знак об их скором недомогании. Если свеча упала за упокой, то душа умершего не может найти свое место, она блуждает и страдает, и таким образом посылает вам знак. В этом случае необходимо как можно больше читать молитвы об умерших, помогая покойному отыскать путь. Независимо от того, по какой причине упала свечка, ее необходимо незамедлительно поднять, попросив у Господа прощения. Потухшую свечу следует вновь зажечь и аккуратно вернуть на прежнее место. Если свеча погасла, на этот счет у верующих людей имеется огромное количество народных примет и суеверий. Хотя церковью было наложено вето на суеверия, на различные небылицы и народные приметы, которые известны многочисленные случаи необъяснимых событий, которые связывающим звеном которых выступает именно погасшая свеча. Отрицать данный факт или верить в него решать только каждому из нас. Помните лишь о том, что церковные приметы несут в себе увековеченный опыт наших предков и по сей день предостерегают людей от возможных опасностей. И свеча, которая потухла в церкви, знаете, это достаточно дурной знак. Пламя свечи выступает посредником между Господом и нашими мыслями, которые обращены к Нему. Если погасла свеча и пламя, то это означает лишь одно: духовная связь с нашим Высшим, с нашим Создателем была нарушена. Он не услышал вашей просьбы и молитвы. Причин этому может быть много.
Возможно, вы разгневали Всевышнего или переступили черту дозволенного. Сейчас помолитесь, причаститесь и исповедуйтесь в содеянном. Погасшая свеча, поставленная за упокой, может предупреждать о том, что усопший в обиде на вас. Поэтому обязательно прочтите молитвы и попросите прощения. Только, пожалуйста, делайте это искренне и с любовью в сердце. А вот если перестает гореть свеча, посвященная живому человеку, то ждите беды, потому что именно это знаменует неприятности или проблемы со здоровьем. Таким образом, высшие силы предупреждают вас и дают шанс предотвратить негативные события. Погасла свеча, обратитесь к Господу, попросите Его милости и поблагодарите за этот жест, полный любви и сострадания к вам. Если после этого пламя свечи будет гореть ровно, значит ваши молитвы были услышаны. В любом случае, руководствуйтесь здравым смыслом, ведь потушить свечу могло что угодно, например, сквозняк, чужое дыхание или, как вариант, резкие движения рук. Не стоит паниковать и мыслить в негативном ключе. Помните, лишь ваша вера определяет все. И давайте поговорим о том, если свеча трещит. В храме Божьем треск свечи не такое уж исключение из правил. Здесь многое зависит от качества воска. Однако народная примета указывает на предзнаменование неприятностей. Если ваша свеча начала трещать, то знайте, что это знамение проблем или какой-то болячки, справиться с которыми можно лишь путем веры. А значит, нужно неустанно молиться, избавляться от грехов и мирских искушений, вести праведный образ жизни и молить о прощении и скорейшем исцелении. А вот священнослужители призывают не придавать значения народным приметам, а сохранять для себя лишь одну истинную и неподдельную веру – веру в Господа Бога. Бытует мнение, что упавшая и потухшая свеча – это дурной знак, но с позиции христианства это не имеет никакого значения. Поэтому, уважаемые наши слушатели и подписчики канала Код Изобилия, в вашем праве принимать решения и думать, что же делать, если упала или погасла свеча, или она трещит. Вы должны понимать, что все равно высшие силы неким образом обращаются к нам, подсказывают нам, что нам в той или иной ситуации делать. Да, конечно, эти подсказки, эти знаки нам сложно иногда распознать, понять и разгадать. Но на то мы и люди, мыслящие люди, мудрые люди, что могли разобраться.